И всем привет, друзья, с вами снова Макс, и вы попали на очередной ролик по игре Brawl Stars. Друзья, сегодня к вашему вниманию будет вторая часть моей рубрики всех багов Brawl Stars с 2017 по наше время. Я уверен, что большинство этих багов вы либо не видели, либо попросту о них не знаете. Поэтому прямо сейчас, друзья, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь печенюшками и смотрите этот ролик до самого конца. А также прямо сейчас предлагаю вам поучаствовать в моем небольшом интерактиве. Ребят, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком и ставьте лайк, и первая цифра вашего лайка покажет того персонажа, который вам выпадет во время открытия боксов в 6-м сезоне Бравл Пасса. Под моим вчерашним видео было очень много комментариев о том, что мои подписчики уже начали выполнять все эти действия и получили заветных персонажей себе на аккаунты. Поэтому прямо сейчас, друзья, лайк, подписка, колокольчик, а также обязательно пишите в комментариях, какого именно бравлера вы хотите получить себе на аккаунт, и через 2 дня он вам реально выпадет. Всем приятного просмотра, ну а мы погнали к багам. И прежде всего, по традиции, подведем итоги моего розыгрыша на один Бравл Пасс, который я провожу в каждом своем видео. Друзья, прямо сейчас на ваших экранах комментарий победителя. Пожалуйста, свяжись со мной, чтобы я выдал тебе приз. Ребят, ну если вы тоже хотите получить себе 6-й сезон Бравл Пасса абсолютно бесплатно, то прямо сейчас внимательно слушайте условия моего розыгрыша. Чтобы стать участником, нужно выполнить всего лишь 3 простых действия. Это быть подписанным на мой канал с колокольчиком, также поставить лайк под этот видос и написать в комментариях 3 тайм-кодика с 3 вот такими вот скрытыми картинками. Друзья, обязательно смотрите ролик до самого конца, чтобы найти каждую из этих картинок, поскольку они спрятаны в разных частях абсолютно по всему видео. Всем желаю удачи, итоги подведем уже в следующем ролике. Ну и сегодня, как я уже, в общем-то, вам рассказывал ранее, мы с вами будем обозревать все баги с 2017 по 2021 год. Предлагаю сразу же начать со старого Бравл Старса, а именно, ребят, с бета-релиза. Так, друзья, 30 июня, буквально через 2 недели после глобального выхода Бравл Старс, появился первый самый баг в Бравле, который отображал любого доступного вам персонажа в верхнем левом, в общем-то, углу самой игры, в то время как вы пролистывали между главным меню и магазином. И в целом этот бравлер появлялся там вместе со своим питомцем. То есть Нита появлялась вместе с медведем, а Джесси появлялась вместе со своей турелью. Почему они, в общем-то, появлялись, разработчики так и не объяснили, но, скорее всего, это было связано с багом серверов. Следующий баг, который произошел в этом же самом старом Бравл Старсе уже через месяц, 31 июля 2017 года, заключался в том, что разработчики почему-то допустили ошибку в файлах игры, и каждый персонаж имел неограниченное количество патронов. То есть, ребят, все бравлеры могли стрелять бесконечное количество раз, абсолютно не перезаряжаясь. Некоторые игроки очень быстро поняли данную фишку с бесконечной перезарядкой и начали себе поднимать кубки. Ходят слухи, что данный игрок с ником Буфарет Ют поднял первый, в общем-то, в мире Шелли на 500 трофеев. Переходим к следующему багу, который является достаточно спорным, но все же он имеет место быть в нашем сегодняшнем топе. 6 сентября 2017 года в Бравл Болле наблюдался такой баг, что после того, как вы, в общем-то, умираете, либо же забиваете гол, вы возрождаетесь вместе с противниками на том же самом месте. То есть, ребят, абсолютно на той же самой точке, где вы и остановились. К сожалению или к счастью, разработчики пофиксили данный баг спустя 2 часа после того, как его обнаружили, но все же некоторые игроки пользовались им и забивали голы максимально быстро. После этого снова-таки возрождались возле ворот противника, брали мяч и снова забивали гол. Ну а следующий, как по мне, друзья, максимально страшный баг произошел накануне, ребят, Хэллоуина 2017 года. То есть первого Хэллоуина, который праздновали, в общем-то, разработчики, ну и в целом игроки Бравл Старса в самом Бравл Старсе. Так у некоторых игроков игра лагала таким образом, что попросту нельзя было присоединиться. Но другие игроки попросту играли одни на сервере. То есть, ребят, как мы видим прямо сейчас на примере со Спайком, у него, в общем-то, его 2 тиммейта просто стоят на базе, а также 3 соперника тоже попросту стоят на базе и ничего не делают. В своем официальном твиттере разработчики объяснили данный интересный баг, а именно даже их 2, тем, что призраки зашли в серверную комнату и начали мешать получать некоторым игрокам свои заветные трофеи. Ребят, как по мне, это максимально страшный ответ от разработчиков, но в целом что поделаешь. Ну и последний баг, который был доступен в 2017 году, и разработчики успели его пофиксить до начала, в общем-то, нового 2018 года, заключается в том, что, ребят, раньше матч, после того, как, в общем-то, был окончен, все еще можно было находиться, ребят, на самой карте, в общем-то, и бросать ульту, ходить, делать прыжки, как здесь, в общем-то, делает этот человек на динамайке, и в целом заниматься непонятно чем. Так как тогда еще не было, в общем-то, ребят, тренировочной пещеры вместе с ботами, и нельзя было поиграть в дружескую игру, либо же отключить ботов, то игроки использовали данный баг, чтобы посмотреть, что находится на карте, то есть попросту изучить ее. Ну и первым багом, который происходил, друзья, в 2018 году, в то время как у нас Brawl Stars уже стал, в общем-то, в ландшафтном режиме, является вот такой вот максимально странный, как по мне, баг, который заключается в том, что разработчики сами управляют вашим аккаунтом, то есть вы можете прямо сейчас на ваших экранах видеть, что данный человек абсолютно ничего не делал, в общем-то, с кнопками, то есть он не нажимал ни на джойстик ходьбы, ни на джойстик стрельбы, ни на саму, в общем-то, кнопку ульты. И после этого также ему приходит оповещение о том, чтобы вы что-то нажимали на устройстве. Но, ребят, в принципе, как вы видели, уже, в общем-то, успели заметить, что разработчики сами управляли этим же самым Эль Примо. Этот баг был связан исключительно с Эль Примо на карте, ребят,
ребят, в ограблении, то есть ни в каком другом режиме такого бага не было. Происходило все это дело с 10 по 14 февраля 2018 года. Ну а этот баг вас 100% повергнет в шок. Друзья, прямо сейчас вы видите, что здесь у нас, в общем-то, 10-1 счет. Но что же мы видим дальше? Попросту у нас заканчивается время отсчета, даже не начинаясь, и просто человеку отнимает минус 5 трофеев за то, что он проиграл в битве. Данная тема произошла, ребят, 3 апреля 2018 года, и в целом разработчики даже сами не знают, что же все-таки произошло. Скорее всего, данный баг был связан с серверами разработчиков и заключался, в общем-то, в том, что они были неправильно настроены именно в этот день. И поэтому все битвы заканчивались сразу же после того, как начинался обратный отсчет. Соответственно, побеждала та команда, которая максимально быстро собрала 10 кристаллов. Буквально через неделю, друзья, 10 апреля 2018 года в Бравл Старсе появился еще один очень интересный баг. Почему-то в карте столкновения отнималось хп даже у тех бравлеров, которые не стояли в этом зеленом дыме. То есть, для примера, здесь, как вы видите, Фрэнк стоит в зеленом дыме и у него отнимает здоровье, а также Эль Примо, который не находится в этом самом дыме, у него все так же отнимает здоровье. Данный максимально странный баг продержался в игре буквально 2 часа, и после этого разработчики его пофиксили. Но, ребят, что самое странное, все-таки некоторым игрокам это мешало поднять трофеи. И вы просто представьте, что тогда, допустим, у Динамайка было 2000 здоровья, и он попросту, ребят, умирал буквально за считанные секунды. Друзья, как вы думаете, можно ли удалить какой-то режим в Бравл Старсе из самого Бравл Старса на вашем устройстве? Если вы прямо сейчас скажете нет, то я бы поспорил, поскольку, ребят, раньше в Бравл Старсе был баг, что можно было удалить режим одиночного, а также парного столкновения попросту из списка тех, в общем-то, событий, которые можно будет выбрать, чтобы в них играть. Прямо сейчас на ваших экранах никакой не монтаж. Чтобы, в общем-то, это дело все повторить, нужно было всего лишь нажать один раз на, в общем-то, соло, либо же дуо шоудаун, и после этого быстренько нажать на кнопку выбор друзей. Далее нужно было подождать несколько секунд, и после этого событие одиночное, а также парное столкновение попросту пропадало из списка всех, в общем-то, доступных. Друзья, я уверен, что многие об этом, в общем-то, баге не знали, поэтому прямо сейчас перешлите ролик вашему другу или же подруге, чтобы они тоже узнали, что такой баг реально был. Следующий максимально жесткий, как по мне, баг, который, в общем-то, происходил у нас в Бравл Старсе в то время, как у нас впервые добавили коды поддержки авторов контента, заключается в том, что после ввода кода Skiller, это наш официальный русскоговорящий ютубер по Бравл Старсу, который также выпускает сникпики, очень большому количеству игроков из мега ящиков за 1500 звездных очков стали выпадать легендарные персонажи. И не один, а целых 2, в общем-то, легендарных бравлера из одного бокса. Ну и прямо сейчас на ваших экранах тому подтверждение, что одному человеку выпало из этого самого одного мега ящика целых 2 легендарных бравлера. Это Ворон, ребят, и после этого сразу же выпадает Спайк. Пока что до конца непонятно, пофиксили ли данный баг разработчики, либо же он еще рабочий, поэтому, друзья, на всякий случай рекомендую вам вводить код поддержки автора контента Skiller. Открывайте боксы и проверяйте свою удачу. Надеюсь, вам тоже выпадет Ворон и Спайк из одного бокса. Следующий не менее интересный баг заключался в том, что, ребят, в середине лета 2018 года, после того, как вас, в общем-то, вынесли в Бравл Старсе, вы все-таки могли еще находиться на поле битвы и попросту смотреть, что же происходит в Бравл Старсе, то есть, ребят, в режиме вот такого вот, ребят, наблюдателя. Как мы можем заметить прямо сейчас, Эль Примо здесь победил, то есть занял топ-1, и мы все еще, ребят, находимся и смотрим, как он здесь стоит, и, в принципе, его покрывает зеленый дым. Скорее всего, я бы назвал данный баг полезным, поскольку мне всегда было интересно, друзья, посмотреть и понаблюдать за картой Бравл Старса с высоты, так сказать, птичьего полета. Ну а какой не совсем полезный баг был найден в середине все так же 2018 года, так это, ребят, вот такой вот баг при анимации ходьбы любого персонажа. Как мы можем заметить на данном видосике, Роза здесь попросту, ребят, плывет. Почему так произошло, пока что до конца до сих пор непонятно, и это остается загадкой, но все же у меня есть информация о том, что до сих пор такие баги происходят в Бравл Старсе даже в 2021 году, поэтому, друзья, если у вас такое происходит, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно прочитать, сколько же таких людей. Ну а следующий баг, как по мне, друзья, является максимально печальным, поскольку во время игры на Мортисе у некоторых игроков в конце, ребят, лета 2018 года происходил такой вот баг, что они попросту не видят, куда же они идут, и у них в Бравл Старсе все находится черным. Я реально сочувствую данному человеку, поскольку он попросту не видит, куда он идет и кто возле него находится. К счастью, разработчики уже пофиксили данную тему, поэтому теперь нам нечего бояться. Все бравлеры будут подсвечиваться нормальными цветами, и такой черной темы больше не будет. Хотя на самом-то деле выглядит это достаточно страшно. Теперь, друзья, приступаем к багам, которые были доступны в начале, также середине 2019 года. Даже те, кто играют в Brawl Stars совсем недавно, все же помнят этот самый баг с тем, что можно было перетащить, друзья, Спраутом, а также, в общем-то, Фрэнком и Эль Примо сейфы в режиме ограбления, чтобы они стали вот так вот, ребят, вместе друг возле друга. Это очень прикольная, в общем-то, новость, и в целом это очень прикольный баг, но, к сожалению или к счастью, он очень быстро завирусился по всему интернету, и разработчики пофиксили его спустя, ребят, целых 3 часа. Следующий баг, который ознаменовался, друзья, выходом романтичной Пайпер, которую вы можете видеть прямо сейчас на ваших экранах,
экранах заключался в том, что во время того, как Пайпер прыгает возле, ребят, самой крайней левой стенки в тренировочной пещере, то она на секундочку подпрыгивает, и в принципе вы видите, как она себя ведет. Это визуальный баг, и разработчики его уже пофиксили, но некоторые игроки все же утверждают, что этот баг все еще появляется в тренировочной пещере. И завершить сегодняшнюю вторую часть я бы хотел, наверное, что максимально странным багом, который произошел не так давно у одного корейского ютубера, когда он играл в силовую лигу. Все дело в том, что его почему-то перебросило на зимний фон, а также на старую Шелли, которую вы можете видеть прямо сейчас на ваших экранах, и в целом он сам был в недоразумении, почему так произошло. То есть мы можем здесь наблюдать, что это, ребят, реальный Brawl Stars, поскольку здесь есть силовая лига, и в целом, как вы видите, при подборе, в общем-то, карты в режиме силовой лиги, все так же, ребят, этот самый зимний фон. Что там такого разработчики натворили в корейском Brawl Stars, непонятно, но я даже не хотел бы в этом разбираться, поскольку такие баги нам точно не нужны. Друзья, на этом моя вторая часть всех багов в Brawl Stars с 2017 по 2021 год, в общем-то, подошла к концу. Если сегодняшний ролик вам понравился, обязательно поставьте лайкос и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить еще одну третью часть. Она выйдет, как только вы наберете, ребят, 30 тысяч лайков. И уже в ней мы с вами разберем все оставшиеся баги. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами был Макс. Всем удачи, всем пока и до новых встреч, друзья.